депозиту. This may not be relevant to Russian banks. Но, может быть, не обязательно это важно или релевантная часть для российских банков дистанционный допуск. Because in the United States we have an instrument called a check, which is a draft on one of our bank's deposit accounts. Потому что в США у нас есть такой инструмент, как трактор. That's used for payments, and what customers can do Он используется для платежей, и что может сделать клиент? is use their mobile device to deposit those checks. Он может для депонирования средств, когда речь идет об этих чеках, использовать мобильное устройство. And what they do is take a picture of the check with their mobile device. Вот они фотографируют чек на мобильник, Send it to the bank, and it's deposited. посылают в банк, и банк, значит, деньги перечисляются на счет. And the risk is that somebody then takes that the customer then takes the check and deposits it somewhere else, so that it's что клиент также возьмет этот же чек еще куда-то депонирует. So that essentially they get twice the value of making the deposit. То есть тогда получается сумма увеличится вдвое этих средств на депозите, если дистанционно. Еще раз также сфотографируют, пошлют в другой банк. You don't have that in Russia, У вас в correct? России такого нет, да? Good. You don't want it. Yeah. И не хотите. Yeah. Okay. So we won't focus on remote deposit capture. Поэтому мы не будем много говорить об этом дистанционном допуске к депозиту. But there's another component to mobile banking that's also important. Но есть еще один очень важный компонент, связанный с мобильным банкингом. And that concerns the authentication of customers. That is the customer actually the one using the mobile device? Это вот аутентификация ваших клиентов. Действительно, если клиент хочет использовать мобильное средство в этих целях. Because we know these devices can be stolen. Но мы знаем, что все эти гаджеты, то есть они могут быть украдены. And that criminals can then use it to steal from customers. И потом преступники, укравшие, могут использовать это, то есть украдут эти деньги со счета клиента. And then we'll also talk about sanctions later today. Мы упоминали санкции, но мы позднее еще сегодня будем говорить о санкциях. But in the United States, it's a major issue. Но в Соединенных Штатах это очень важный вопрос. To prevent customers from using their mobile devices. Чтобы не допустить того, чтобы клиенты получали доступ к своему счету, используя мобильные средства. To access their accounts in sanctioned countries. В странах, которые подпадают под санкции. Okay, so the first topic is where banks allow customers to open bank accounts on the internet using a laptop computer or using a mobile device. Прежде всего, допускает ли банк, чтобы клиенты открывали и пополняли счета, используя свои мобильные устройства или компьютеры, вместо того, чтобы посещать физические отделения банка? Gina said that some banks will not allow that. Джина говорила, что некоторые банки этого не допускают. But there are some banks who have all of their customers that open accounts on the internet or through a mobile В некоторых банках, тем не менее, многие клиенты открывают счета, используя мобильные устройства. So the challenge becomes, how do you identify your customers if you never see them? И потом проблема уже возникает, а как вам идентифицировать этого клиента, что это именно он, если вы никогда не видели? In a branch bank, you can compare the picture on the account on the document the customer presents with the person in front of you. Ну, допустим, если человек физически приходит в филиал, вы уже сравниваете, допустим, фотографию в паспорте с этим человеком, сидящим перед вами. And while we know it's relatively easy to falsify those documents, Но, кстати, мы знаем, что достаточно легко прийти с поддельными документами. it's still considered a strong control to use a photo ID as a document. И, конечно же, надо очень жесткие контроли употреблять, когда речь идет, когда вы принимаете вот этот документ, удостоверение личности с фотографией в качестве удостоверения. So without those documents to use, banks that allow mobile accounts to be opened using mobile banking devices or computers, И вот таким образом банки, которые разрешают все-таки открывать с компьютеров или мобильников счета, typically use databases in the United States to verify identity. они обычно пользуются базами данных, существующими в США, для того, чтобы проверить личность этого клиента. This may include
a credit report. Это может быть отчет о кредитах предыдущих его. Or one of many databases available for banks to use for that purpose. И потом есть многие базы данных разные, которые банки могут использовать с этой целью. Those databases will verify some of the information provided by the customer. То есть в этих базах данных есть как информация, которую предоставляет сам клиент. Such as the address or date of birth. Адрес, дата рождения. In some occasions, we will find criminals who will use identity theft to open accounts. Так, и другая информация. Ну, часто получается, что преступники, которые, допустим, похитили документ, и они на имя, используя персональные данные, открывают счет. Sometimes for people who have been recently deceased. И таким образом, есть еще база данных, можно получить эту информацию о таких людях, собственно, выявить. Еще, например, приходит с паспортом человека, который недавно умер. But the databases will tell us if the customer has already passed away. Но если вы заглянете в определенные базы данных, вы увидите информацию, что этот клиент уже скончался. In which case, we'll obviously close the В account. этом случае, естественно, мы счет закрываем. The other control that will be had is often there will be limited activity on the account until the information is verified. Другая мера. Например, вот пока не проверит полностью личность этого человека, банк на это время ограничивает операции по этому счету. Now, the largest online bank in the United States had a process that required the customer to make their first deposit from another bank account. И, например, самый крупный онлайновый банк, он просит, чтобы, когда открывался счет, чтобы был уже счет открыт в другом банке у этого клиента, и чтобы деньги были переведены с того счета. And that deposit would be made by an electronic funds transfer. И этот депозит будет переведен и потом создан. Это будет электронный перевод денег. With the theory that that meant the customer had already had an account opened at another bank. То есть для чего? Чтобы понять, что вот у этого клиента уже есть счет в другом банке, который уже открыт. Validating that they were the actual person. С тем, чтобы проверить, что это действительно то лицо, которое вот предоставляет эти документы. I think the intention of many of those banks, however, И тем не менее, я полагаю, что намерение многих из этих банков is to start opening accounts without requiring that bank transfer. Заключается в том, чтобы потом открывать счета также без этого требования перевода денежных средств. Which will increase the risk for those banks in identity verification. А это увеличит риск данных банков, связанных с опознанием, так сказать, с идентификацией этого клиента, тот ли это человек. It's probably a greater challenge for business accounts to be opened via mobile banking or the internet. Но, наверное, тут как раз большая проблема, когда речь идет о мобильном банкинге, когда через интернет открывается счет, скорее связано не столько с физиками, сколько также вот с компаниями, с корпорациями. Because for many small businesses, there's no information available on Ну, these если это databases. особенно представитель малого и среднего бизнеса, но юрлицо, практически вот о таких юрлицах, представителей малого и среднего, почти нет информации. In those cases, the identification of the beneficial owners may be helpful. И в этих случаях, конечно же, важно определить, кто является бенефициаром. But still, it's an area of greater risk for banks, even with beneficial ownership verification. Но все равно, даже если выявить владельца выгодоприобретателя, бенефициара, все равно это большая зона риска для банка. I think it's safe to say that for both individuals and businesses, mobile banking and internet banking customers are higher risk than branch bank customers. Вообще можно сказать, что в целом физлица и юрлица, когда речь идет о мобильном банкинге, потенциально это все равно степень высокого риска по сравнению с теми клиентами, которые приходят просто в филиалы, но физически приходят. Simply because the bank never sees those customers. Просто потому что банк в таком дистанционном модуле никогда этих клиентов не видит в лицо. Any questions on identity verification for Есть mobile какие-то banking? вопросы по поводу